Чего? Ваш мозг взорвется сейчас за 30 секунд, точно так же, как мой. Aquí todos vinieron sin juicio, pon la mano en la pared que hizo. Знаменитая на весь мир песня «Хумай» — это не песня группы из Башкирии? Неужели музыканты украли чужую песню и выдали ее за свою? Почему люди в интернете все чаще пишут о том, что хит «Хумай» — это плагиат? Сегодня я отвечу на все эти вопросы. Я объясню вам, кому принадлежит на самом деле данный хит и кто на самом деле является автором песни «Хумай». Поэтому обязательно досмотрите это видео до самого конца. С вами канал Азия Фильмс, приятного просмотра. Где же я это уже слышал? Конкретно эта вокальная партия принадлежит набору Latin Vocal Flavors. Aquí todos vinieron sin juicio, pon la mano en la pared que hizo. Песня «Хумай» за несколько месяцев стала настоящим хитом во всем мире. Композиция башкирской фолк-группы Айела мгновенно распространилась по интернету и стала настоящей музыкальной сенсацией в социальных сетях. Чтобы вы понимали весь масштаб успеха, песня «Хумай» обошла новый хит Леди Гаги «Абракадабра» и новый трек Кендрика Ламара. Башкиры попали на 7-ю строчку мирового рейтинга чарта Шазам. На нашем канале есть отдельное видео про группу и их красотку-солистку Адель, а также несколько роликов с каверами на разных языках песни «Хумай». Просто без лишних слов поехали. Splice, библиотека латинского вокала. Perreando sin ningún permiso, hasta el piso, hasta el piso. В интернете все чаще начинают появляться блогеры, которые, как они говорят, раскрыли секрет успеха песни «Хумай». Они демонстрируют нам композицию в стиле латинской поп-музыки, которая и правда очень сильно похожа на песню группы из Башкирии. Действительно, если чуть ускорить второе произведение и наложить на минус трека группы из Башкирии, то отличить оригинал почти невозможно, разве что языки и исполнения разные. И, конечно же, у нас с вами сразу же в голове возникает вопрос, а кто же является автором данной песни, и неужели башкирские музыканты просто взяли чужой трек и сделали его копию только на своем языке? Многие даже разочаровались в музыкантах и начали писать в их социальные сети гневные комментарии. Неужели музыканты пошли легким путем и даже не потрудились над тем, чтобы создать оригинальную песню? Спокойно, друзья, сейчас я вам объясню, в чем тут дело. Давайте немного ускорим и посмотрим, как это звучит с оригинальным минусом. Aquí todos vinieron sin juicio, pon la mano en la pared que hizo. Ну за такой инсайт тут как бы по-любому подписка. Продюсера и участника группы Айела Руслана Севера в интервью спросили о том, что многие люди начали писать ему о том, что они сделали плагиат латинской песни, и вот что он ответил на это. Цитата: «Прочитайте, что такое сэмпл-паки сперва, и для чего они, и задайтесь вопросом, почему нет иска от исполнителя. На глупости у меня нет времени, тем более на ссылки на вот таких аналитиков», заявил Руслан. Для тех, кто не понял, о чем говорит продюсер группы, я объясню его слова. Сэмпл-паки — это сборник сэмплов в музыкальных программах для создания музыки. Сэмпл — это небольшой отрывок какой-либо известной песни, который изменен до такой степени, чтобы на него невозможно было подать претензию на авторское право. Сэмплы предназначены для использования в качестве готовых строительных блоков для создания музыки. Чтобы вы понимали, сэмплы сейчас используют практически все за исключением авторских композиторов и музыкантов. Perreando sin ningún permiso, hasta el piso, hasta el piso. Todos sabemos cómo es, para los tiempos del matiné. Чего? Ваш мозг взорвется сейчас за 30 секунд, точно так же, как мой. Просто без лишних слов поехали. Splice, библиотека латинского вокала. Aquí todos vinieron sin juicio, pon la mano en la pared que hizo. Perreando sin ningún permiso, hasta el piso, hasta el piso. Дело в том, что музыкальные продюсеры по всему миру часто используют сэмплы и вокальные партии, и это абсолютно нормально. Сэмплирование – один из способов создания музыки. Каждый музыкант вдохновляется прослушиванием музыки других музыкантов. Невозможно такое, чтобы мелодия в голове возникла сама по себе, на данную мелодию тебя должна вдохновить другая мелодия, которую ты услышал ранее. Конечно же, все знают о том, что в музыке всего 7 нот, и здесь хочешь не хочешь, а тебе придется делать музыку так, чтобы она была похожа на какую-то другую песню в целом мире. На любой известных мировой хит можно найти много похожих на этот хит песен. Только человек, который далек от музыки, может в таком случае обвинять артистов в том, что они украли чужую песню. Некоторые артисты не стесняются и делают один в один западные песни на своем языке, никак не изменяя их. В этом случае да, это плагиат. Aquí todos vinieron sin juicio, pon la mano en la pared que hizo.
perreando sin ningún permiso, hasta el piso, hasta el piso. Aquí todo viene en su juicio, por la mano la pared que hizo, perreando sin ningún permiso, hasta el piso, hasta el piso. Ну за такой инсайт тут как бы по-любому подписка. Башкирский вариант отличается от латинского многим, как минимум другой культурой и национальными особенностями, в него добавили народные инструменты и интересную народную историю. Но опять-таки, латинскую песню никто не брал за основу создания хита «Хумай», был использован латинский сэмпл. Я понимаю, что люди, которые ни разу не бывали на студии звукозаписи и не сталкивались с музыкальными программами для создания композиций, они никогда меня не поймут и им бесполезно что-либо доказывать. Очень странно, что про плагиат говорят блогеры, которые сами связаны с музыкой и прекрасно знают, что такое сэмпл, и сами создают песни на основе этих сэмплов. Кончено же все эти разговоры сделаны потому, что эта песня стала известна по всему миру. Если бы о ней никто не слышал, то никто бы не стал делать подобные разоблачения на эту песню. Поэтому, когда вы видите подобных разоблачителей, не делайте поспешных выводов, попытайтесь разобраться в сути вопроса и претензий от блогера, так как это сделали мы. Где же я это уже слышал? Да, продюсеры часто используют известные вокальные наборы для того, чтобы вдохновиться на собственную песню. Это окей, я тоже так делаю. Aquí todos vinieron sin juicio, por la mano en la pared que hizo. Блогер и музыкант Никита Вишнев обратил внимание на то, что вокальная партия Адель Шайхетдиновой принадлежит вокальному латинскому набору в музыкальной программе, при этом он сразу после этого сказал о том, что использование сэмплов и вокальных партий – обычная практика в музыкальной индустрии. Люди хотят похайпиться на известные песни. Поэтому я не советую обращать внимание на подобных разоблачителей. Лучше посмотрите на то, сколько талантливых людей из разных стран мира сделали свои версии песни «Хумай» на своем родном языке. У нас на канале уже 3 ролика с прекрасными версиями из многих стран. Меня также удивляют некоторые люди в комментариях, которые злостно требуют лишить участников группы званий народного и заслуженных артистов Республики Башкирия, которые они получили после успеха данной песни. Некоторые люди пишут о том, что песня чужая, и они разочаровались. Друзья, объясните тогда мне, как вы тогда слушаете других артистов? Любого мне артиста назовите: Леди Гага или Бейонсе, Джастин Тимберлейк или Эд Ширан, Тейлор Свифт или Селена Гомес. Все мировые современные артисты используют в своих песнях сэмплы других композиций. А в песне «Хумай» нету чужой музыки, для нее взята лишь идея исполнения голоса без музыкального сопровождения. То есть кто-то напел песню, и идею мелодии данного голоса взяли в песню. Aquí todos vinieron sin juicio, por la mano en la pared que hizo. А теперь я хочу, чтобы каждый из вас написал в комментариях под этим видео, считаете ли вы данную песню плагиатом или же нет. Попробуйте написать свои мысли по этому поводу. Обязательно поделитесь роликом с друзьями, пусть они также скажут и напишут, плагиат это или нет. Обязательно посмотрите наши прошлые видео про башкирскую группу и каверы на их песню «Хумай». Вы можете поддержать наш канал, став его спонсором. Чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео, обязательно подпишитесь на Азия Фильмс. Спасибо, что вы с нами, и храни вас Бог.